господствующих. Dzisiaj o słowiańskich narodach. Tak, tak. И еще одна Koniec cytata. Мы очень хорошо знаем, пишется в плане, что национализм укрепляет нацию, делает ее сильной. Лозунг интернационализма устарел и не работает уже как прежде, и мы его заменим общечеловеческими ценностями, что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, и те национальные движения, которые стремятся вывести свои народы из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как сделали это в Югославии, в Сербии, в Ираке. Конец цитаты. Еще один момент, я снова процитирую. Взамен национальных ценностей мы дадим патриотизм. Патриотизм балалаек и пьяных слез. Мы не допустим никаких высоких технологий. Это приведет к полному упадку промышленности, которую мы сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей, врачей. Мы создадим им такие условия выживания, что они будут сами бежать из своей страны. Наш главный девиз – разложите молодежь, и вы победите любую нацию. Мы лишим их общества, их молодежи, растлив ее сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим их общества будущего. Гитлер был глупым мальчиком, он действовал напрямую, открыто. Ему пришлось выполнять неимоверно большую работу, миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы, а мы действуем более хитро. У нас не будет следов. Мы посеем среди народов страх, страх за жизнь, который не будет стоить ничего, страх за свое рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее. Страхом мы и будем править народом. Мы под видом демократических преобразований дадим славянскому быдлу монархию, каждому марионеточного президента и побольше блеска, шума, темпа. Мелкий монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет в свисток и отвлекает от нашей тайной и активной работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Путем перестановки кадров на высших постах силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту, а значит нам. У нас в руках будут только веревочки, идущие к рукам президента, и мы будем дергать за эти веревочки так, как надо нам для осуществления нашего грандиозного замысла. Конец цитаты. Но и это еще не все. Читаем дальше. Я цитирую. Славянство, а среди них русские, белорусы, украинцы, самые непокорные народы в мире. Непокорные они в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, а также генов, которые не поддаются никакой переделке. Славянина, русского, белоруса, украинца можно уничтожить. As the markets suit up for a week of central bank decisions, I'm joined by Stephen Pope to discuss what you should be keeping an eye out for. Steve, with epic fines being handed out to some of our biggest banks, the flash cash saga continuing, and talks seemingly breaking down among finance ministers in Riga over the Greek situation, is the market taking today's lack of action as a bit of a sigh of relief? I think we could probably look at it that way, because there really is no pressure upon the broad markets today. We're waiting for economic data, we're waiting for other announcements in the week, so Monday is a little bit of a soft pedal. But I do think if you look at the way European equities are trading in the morning session, it's been generally positive. US futures are also showing that same direction. So I think that the overall thrust of markets is that they like to trade higher or one yield slower when there's nothing to cause any degree of uncertainty. But that may well change as the week goes on. Japan's Nikkei moved above the 20,000 level for the first time in 15 years last week, but things aren't exactly soaring on the economic front. The Bank of Japan meeting is being cited as a non-event this week, but do you think there is any room for a surprise? I would say that if you want to find any shock revelations about what the Bank of Japan are up to, one's actually got to start digging quite deeply into the data. At the current time, the Tak zdecydowanie, z taką nienawiścią. I think there's been quite a lot of pressure from
Z nienawiścią taką. No taka prawda jest niestety. Polak to dureń. Z taką nienawiścią. To są dumnie Polacy. Także widzisz, Polacy sobie w ten sposób gałąź podcinają, na której siedzą, no bo jeżeli Polacy tak mówią o sobie, Myśmy o tym wiedzieli już dawno. myśmy o tym Za dla nas nowe. no one patrzą, one stracile. A czemu już ten ruski nie gada? Amerykanie się chcieli z reklamą. Amerykanie się wcięli. Z reklamą. Thursday is expected to see Russia's central bank Właśnie. follow up last week's No. comments that the ruble rally has run its course with a 100 basis point rate cut to 13%. Wściekli. However, some analysts believe a cut of as much as 300 basis points could be on the card. Tak. Do you agree with the ruble forecasts? I think that sometimes this rally oil overlooks the correlation. Także proszę Państwa, Amerykanie się running an R squared of about 0.5. Ale nam pecha, gdzieś So any movement that the oil price has is going to have an effect upon the ruble, but generally now we're looking at the broader economy. We're seeing that revenues have fallen in ruble terms following this rally. We're also finding that the sanctions from the US and the European Union are biting quite hard. There has been a collapse Łotyszka, szukaj. oil. Oj, zobacz, nie ma tej łotyszki. Forget that Russia needs Wariat. the oil price at around 110 to make its budget plans work. We know they're already curtailing back some of the space programs, so some of the more peripheral minor projects are being pulled back because they cannot afford it. And on that basis, I think you're going to find that the central bank will be under quite a lot of pressure to bring rates down again. So I think the 200 basis points would be the minimum. With UK GDP and a slew of euro data on the agenda, what other Tak. currency pairs would you pick out with the potential to Znikający squeeze punkt. biggest Tak route? mówiła Kalena, I'm actually not looking No. too far away from things. Ale ten Andrzej Kołakowski z Koszykowej mówi o mnie, że ja jestem znikający punkt.